Добрый день, дорогие друзья! Центр духовного развития начинает онлайн-курс «Легкая раджа-йога» с Дити Судхой, старшим преподавателем медитации раджа-йоги, автором книг по медитации, духовному развитию и нравственным ценностям. Тема сегодня — знание о себе, душа. Добро пожаловать! Good afternoon, dear friends. Center of Spiritual Development starts online course Easy Raja Yoga with Thuda Didi, an experienced Raj Yoga teacher. Welcome. Welcome. Welcome to this brief course on Easy Raj Yoga. Добро пожаловать на краткий курс «Легкая раджа-йога». When we say Easy Raj Yoga, it has three words: easy, Raja and Yoga. Когда говорится «легкая раджа-йога», то в этой фразе три слова: легкая, раджа, йога. Easy means anybody can practice it. Легкая означает, что ее может практиковать любой. It does not matter to which age group you belong, to which profession you belong, to which culture or nationality you belong. Независимо от того, какого вы возраста, какой социальной группе принадлежите, какой профессиональной, религиозной группе и так далее. Whether you are sick or healthy, you can practice it. И неважно, болеете вы или здоровы, но вы можете ее практиковать. You are old or young, you can practice it. Молодые вы или старые, но вы можете практиковать. There are three factors which are needed definitely for, of course, attaining success in this. Но, конечно, для того, чтобы добиться в этом успеха, необходимо учитывать три фактора. First is will, strong will, desire. Первое. Нужна воля, сила воли, желание. And you have that desire, this is why you are here. А желание у вас есть, поэтому вы здесь. Second, what is needed is method. Второе, что нужно, это знание метода. And you will know about that method during these lessons. И вы узнаете этот метод во время уроков. And the third thing is the practice. Третье, что нужно, это практика. If you know the method, you have the will, but you don't practice, you don't make efforts for that, then naturally there will be no success. Если вы знаете метод, если у вас есть воля, но вы не будете это практиковать, то, конечно, успеха вы не добьетесь. Yeah? So therefore, all the three are needed. Your desire, very strong desire, method and practice. Поэтому важны все три фактора. И ваше сильное желание, и знание метода, и практика. And second word is Raja. Второе слово – раджа. Raja means king or ruler. Раджа значит король или правитель. And yoga, the third word yoga, yoga means connection. Третье слово – йога. Йога означает связь. And so Raj Yoga means that connection which makes you a king, a ruler of the self. Раджа-йога значит такая связь, которая делает вас королем, то есть делает вас правителем самого себя. Okay, is it clear? Это понятно? So easy Raj Yoga. Итак, легкая раджа-йога. Let us begin with a minute of silence. И давайте начнем с минуты безмолвия. Focus your mind on your aim. Сфокусируйте свой ум на цели. Why am I here today? Для чего я сегодня здесь? Check the
quality of your desire, how strong it is. Проверьте, насколько сильное у вас желание. The stronger the desire, the more attentive and focused you will be on your lesson. Чем сильнее желание, тем более внимательны вы будете к уроку, тем более вы будете сфокусированы на нем. And the more you are attentive on the lesson, the deeper will be the understanding. А чем внимательнее вы к уроку, тем глубже будет понимание. And this understanding will make you practice easily. А понимание позволит вам легко практиковать. When you understand something, you have the courage that you can do it. Когда вы что-то понимаете, у вас есть мужество, что вы можете это сделать. So check the degree of your desire. Поэтому проверьте, насколько сильно ваше желание. Okay. So I told you that Raj Yoga means to learn to have that connection, to make that connection which will make you a king or a ruler of the self. Итак, как я сказала, раджа-йога – это возможность установить такую связь, которая сделает вас королем, правителем самого себя. And to become ruler of the self, I must know what is this self. In other words, who am I? А для того, чтобы стать правителем самого себя, мне нужно знать, кто Who же am I? я, то есть правитель кого я. Right? Да, верно? And so the first step of Raj Yoga is to be connected with the self. Итак, первый шаг раджа-йоги – это соединиться с собой. When you connect with the self, that means when you know yourself, when you understand yourself, when you connect with yourself, then you become the ruler of the self. И когда вы соединяетесь с собой, то есть когда вы знаете себя, когда вы понимаете себя и соединяетесь с собой, тогда вы становитесь правителем самого себя. So the question, who am I? Поэтому вопрос, кто я? Our theme today is called knowledge about the self. Наша тема сегодня называется «Знание о себе». So who am I? Итак, кто я? There are two realities. Есть две реальности. One is the physical reality, another is the non-physical reality. Одно – это физическая реальность, другое – нефизическая реальность. About our physical reality, about our physical existence, we know quite well. О своей физической реальности, то есть о физическом существовании, мы знаем достаточно хорошо. We know our body, we know the anatomy of our body, physiology of our body. Мы знаем свое тело, мы знаем анатомию тела, мы знаем физиологию тела. We know about our home, we know about our nationality. Мы знаем свой дом, свою национальность. We know how to put the things in our home.
in our office, and so on and so forth. Мы знаем, как обустроить свой дом, как расположить вещи в своем офисе и так далее. So, this is about our physical reality. We know quite a lot about that. Это то, что касается нашей физической реальности. Мы достаточно хорошо ее знаем. We very well know what should we feed our body and what should we not feed our body. Мы хорошо знаем, чем нам питать свое тело и чем не нужно кормить тело, How many hours our body needs to get rest. сколько часов нужно телу для отдыха. So, but besides this physical reality, there is a non-physical reality. Но помимо этой физической реальности существует нефизическая реальность. That reality which thinks, which judges, which makes decision, Та реальность, которая думает, выносит суждения, принимает решения, which has feelings, which has emotions, которая обладает чувствами, эмоциями, which has desires. имеет желания. So none of these qualities belong to our physical reality, that is to the body. Ни одно из этих качеств не относится к нашей физической реальности, то есть к телу. So what is that non-physical reality? Так что же это за нефизическая реальность? Look, there are two expressions which we most often use during the day and during our life. Есть два выражения, которые мы достаточно часто используем даже на протяжении дня и в течение жизни. And these two expressions are I and my. И эти два выражения или слова «я» и «моё». So I say my child, А я говорю «мой ребенок», my husband or my wife, «мой муж» или «моя жена», my mother, my father. «моя мать», «мой отец». So naturally, it is quite obvious that I am different from my. И здесь совершенно очевидно, что я отличаюсь от моего. Yeah? These are my relatives, my teacher, my friend, my mother. Это мои родственники, это мой учитель, это мой друг, это моя мать. In the same way, we say for the material things, my car, for example, my home, my clothes, my books. То же самое мы говорим о физических вещах. К примеру, моя машина, мой дом, моя одежда, мои книги. So all these things belong to me, means I am different from them. То есть все эти вещи принадлежат мне. Иными словами, я отлична от них. I am not the books. Я не книги, I am not home. я не дом, I am not car. я не машина. I use these things, material things. Я использую все эти материальные вещи. Now this body is also made up of matter. И тело, оно тоже создано из материи. And for this body also, we use the expression my body. И в отношении тела мы тоже используем такое же выражение. Мое тело, My hands, мои руки, my eyes, мои глаза, my ears, мои уши, my legs, мои ноги, my heart, my lungs, мое сердце, мои легкие, my brain, my liver. мой мозг, моя печень. So all these parts of the body and the body as a whole is made up of matter. То есть все эти части тела и все тело целиком состоит из материи. And all this belongs to me. I use them. И все это принадлежит мне. Я это использую. I use my eyes to see. Я использую глаза, чтобы видеть. I use my ears to hear. Я использую уши, чтобы слышать. I use my mouth to speak. Я использую свой рот, чтобы говорить. I use my hands to work. Я использую руки, чтобы работать. I am not eyes. Я не глаза, I am not ears. я не уши, I am not nose. I am not mouth. я не нос и не рот, I am not hands. I am not legs. я не руки и не ноги. These are all mine. Это все мое. I use them. Я использую их. I am the user.
Я тот, кто использует. Do you understand it? Вам это понятно? So, as my books, my home, my car is different from me, in the same way, my body and body organs are different from me. И как мои книги, мой дом, моя машина отличны от меня, я просто ими пользуюсь, точно так же и мое тело, и органы тела отличны от меня, я использую их. So, who am I? Итак, кто я? I am that non-physical entity, Я не физическое существо, that non-physical reality, не физическая реальность, the spiritual reality. духовная реальность. And that spiritual reality is called soul. И эта духовная реальность зовется душа. So, our topic knowledge about the self, soul. Итак, наша тема – знание о себе, душа. What is soul? Что такое душа? In our day to day language, we quite often use this expression soul. В повседневной жизни мы часто используем это слово «душа». But what is soul? Но что такое душа? So, now you will see these pictures. Сейчас вы увидите картину. Are you seeing? Видно вам? So, there are two pictures. Это две картины. In one of the pictures, you see at the top, on left hand side, skeleton. In the center, a oval shaped image. And on the right hand side, you see a human being. На одной картине в верхней ее части вы видите слева человеческий скелет, затем в центре образ овальной формы и дальше правее человек. Okay, and in the second picture, you see the five sense organs. А на второй картине вы видите изображение 5 органов чувств. So who am I? What is the soul? Итак, кто я? Что такое душа? The soul is, or in other words, I am the soul, and the soul, number one, is the master of her sense organs. Итак, я душа, а душа, в первую очередь, хозяйка своих органов чувств. My eyes, Мои глаза, my ears, мои уши, my nose, мой нос, my tongue, мой язык, my skin. моя кожа. This is all mine. Это все мое. I use them. Я использую их. And so, because it's I who use, I decide how to use. И поскольку я их использую, то я и решаю, как мне их использовать. This is my choice how to use them. Это мой выбор, как мне их использовать. What to see through these eyes and what not to see. На что смотреть своими глазами, а на что не смотреть. What to hear and what not to hear. Что слушать, а что не слушать. What to speak and what not to speak. Что говорить, а что не говорить. This is my choice. Это мой выбор. This is called becoming the ruler of the sense organs. Это и называется стать правителем органов чувств. We have to take under our control our sense organs. А нам нужно держать органы чувств под своим контролем. Otherwise, very often they deceive us. А иначе они часто обманывают нас. Sometimes eyes deceive, sometimes ears deceive, sometimes tongue deceives. Иногда обманывают глаза, иногда обманывают уши, иногда обманывает язык. So, I am a soul, the master of the sense organs. Итак, я душа, я хозяйка органов чувств. Second, Второе. I am the life force. I give life to the body. Я жизненная сила. Я даю жизнь телу. So, see the picture again, the first picture at the top. So, skeleton,
then there you see there the mark of plus, and then this oval form, and then equal to human being. Снова посмотрите на первую картину, на ее верхнюю часть. Слева вы видите скелет, затем знак плюс, потом овальный образ, знак равенства и человек. So, human being is human being when there is soul in the body. Человек или человеческое существо, тогда человеческое существо, когда в теле есть душа. And when the soul goes out of the body is called the dead body. А когда душа уходит из тела, то это тело называют мертвым. And that dead body nobody wants to keep in his home. И такое мертвое тело уже никто не захочет держать дома. So who gives life to the body? The soul. Итак, кто дает жизнь телу? Душа. The soul leaves the body dies. Душа оставляет тело, тело умирает. So I am a soul who gives life to the body. Итак, я душа, я тот, кто дает жизнь телу. Number 3. Третье. It is I, the soul, who express myself through the body and also experiences, feels through the body. Именно я душа, даю жизнь телу, Express. выражаю себя через тело и также получаю ощущения через тело. Who experiences that something is sour or sweet? Кто чувствует, что что-то горькое или сладкое? Who experiences happiness and sorrow? Кто чувствует счастье или страдание? The soul, Душа, not the body. не тело. It is the soul that expresses and it is the soul that experiences. Именно душа проявляет себя, и душа ощущает. And number 4, И четвертое. it is the soul that does actions through the body and also gets the result of those actions through the body. Это душа совершает действия через тело и также получает результаты действий через тело. Actions can be good or bad, and therefore the result also will be good or bad. Действия могут быть хорошими или плохими, и поэтому результаты тоже будут либо хорошими, либо плохими. But who is doing the action? Not the body. It is the soul who is doing the action. Но кто совершает действие? Не тело. Это душа совершает действие. And therefore it is the soul. As you sow, so shall you reap. Поэтому это душа, что посеет, то и пожнет. Okay? So it is the soul that does the action. It is the soul that gets the result of those actions. То есть это душа совершает действия, и душа пожинает плоды своих действий. Is it clear? Это понятно? So now we will move to another point. What actually is the soul? И сейчас мы переходим к следующему пункту. Что же на самом деле представляет собой душа? Because the soul is not visible to the eyes. Потому что душу не увидеть глазами. The soul, you can't see the soul under the microscope. И под микроскопом душу не увидеть. You can get any refined instrument of science, but you can't see the soul. Никакой самый утонченный инструмент науки не позволит все равно увидеть душу. Many people tried to see the soul, Многие пытались рассмотреть душу, but it is impossible. но все это невозможно, Because it is not physical, it is non-physical. потому что она не физическая, не материальная. And therefore you can't see it with any physical instruments. Поэтому ее невозможно увидеть никаким физическим инструментом. But it can be and it is to be experienced. Но ее можно почувствовать и нужно почувствовать. It's very important. Это очень важно, Because I am the soul. потому что это я, душа. I must experience myself. Я должна почувствовать себя. Who am I? Кто я? So, what is the soul? Итак, что же такое душа? Number 1. Первое. The soul
is a sentient or the conscient entity. Душа – это сознательное существо. What does it mean by conscient? А что значит сознательное? The conscient means the one who is aware of her existence. Сознательное значит тот, кто осознает свое существование. And also the existence of others, material and non-material things. И также существование других, материальных и нематериальных вещей. I am aware of my existence. Я осознаю собственное существование. I exist, right? Я существую, так ведь? Yeah? But the body is not aware of its existence. А тело, оно не осознает свое существование. I am aware of the existence of the body. Это я осознаю, что мое тело существует. So the soul is conscient. Итак, душа сознательная. It is aware of its existence. Она осознает собственное существование. The soul can think, Душа может думать, judge, может выносить суждения, imagine, представлять, make decisions, принимать решения, has feelings, имеет чувства, emotions, эмоции, desires, желания, and also tries the best to fulfill these desires. и также старается изо всех сил исполнить эти желания. So I am, or the soul is a conscient being. Итак, я, то есть душа, сознательное существо. Number 2. Второе. The soul is non-physical, or in other words, we can also call it metaphysical. Душа не физическая, или можно иначе сказать метафизическая. Anything physical has limitations of time and space. У всего физического есть ограничения в пространстве и времени, But metaphysical does not have these limitations. а метафизическое не имеет таких ограничений. So the soul is metaphysical. А душа метафизическая. Now you are sitting at your home. Вы сейчас сидите дома, But sitting at home, within a second, even a fraction of a second, you can reach America. но даже сидя дома, вы за секунду, а то и за долю секунды можете оказаться в Америке. If you are in America, you can reach Australia within a second. А если вы в Америке, вы можете за секунду оказаться в Австралии Or in any other part of the world. или в любой другой части мира. Does not matter at all. You can travel the whole world in a second. Это совершенно не важно. Вы можете весь мир облететь за секунду, But your body cannot. а тело не может. You think your friend is living in Argentina and you are there. Вы подумали о своем друге, который живет в Аргентине, и вы там, Just in a fraction of a second. буквально за долю секунды. But your body can't. Your body can't reach there like that. А тело не сможет, оно не сможет там оказаться так быстро. In the same way, you can travel in your past. Точно так же вы можете совершить путешествие в свое прошлое. You can recall where you were when you were 5 years old, which home you were living, which kindergarten you used to go, and so on and so forth. Вы можете вспомнить себя в 5-летнем возрасте, в каком вы жили доме, в какой ходили детский сад. Yeah? You can recall that. Вы можете это вспомнить. But can your body go in the past? А тело ваше может вернуться в прошлое? No. If you are 30 years, you are 30 years. You can't become 5 years now. Если вам 30, значит вам 30. Вы не можете стать 5-летним ребенком. Exactly right. Да, верно. In the same way, you can also travel in the future. И точно так же вы можете перенестись в будущее. You can think of where you will be, or what you will be, or how you will look like after 10 years. Вы можете представить себе, где вы будете, каким вы будете, как вы будете выглядеть через 5 лет, допустим. But your body, if it is 30 years, it is 30 years. It can't become 35 or 40 years now. Но тело, если ему 30, то 30, ему не может прямо сразу стать 35 или 40. So body is physical
and the soul is metaphysical. Итак, тело физическое, а душа метафизическая. Is it clear? Это понятно? Now the third. Третье. The soul is eternal and immortal. Душа вечная и бессмертная. The soul never dies. Душа никогда не умирает. It is the body that dies, Умирает тело, because it is the body that is born. потому что это тело было рождено. It is the body that is created. Это тело было создано. And that what is created is destroyed. А то, что было создано, разрушается. And that what is never created is never destroyed. А то, что никогда не создавалось, никогда не разрушается. The soul was never created. А душа никогда не создавалась. The soul existed, exists, and will exist. Душа существовала, существует и будет существовать. The soul is eternal. Душа вечная. And this is why you can see, you must have seen in your life such examples when very little children, begin to show their some kind of uniqueness in the form of that they are masters in music or painting, though in their family nobody knows anything about those subjects. Возможно, вы сталкивались в жизни с такими случаями, когда совсем маленькие дети начинали проявлять в раннем возрасте какое-то свое уникальное дарование в музыке или в чем-то еще, хотя никто из родственников этим не занимался. People generally say that they are gifted children. Таких детей обычно называют одаренными детьми. Who gifted them? А кто их одарил And when? и когда? It's a question. Это вопрос. It's not genetic because nobody in their home knows that. И это не генетическое, не унаследованное, потому что у них в семье никто этим не занимался. In fact, the soul in her past birth must have been a musician or an artist or whatever, and now this soul has brought those qualities with her in this birth. Эта душа наверняка в предыдущем рождении была или музыкантом, или художником, и она принесла с собой эти свои способности в это рождение. So in the past birth, the body died, the soul went, took this birth, and began to express her qualities. То есть в предыдущем рождении тело умерло, то есть душа оставила тело, она приняла следующее рождение и начала проявлять в нем свои качества. So the soul is eternal and immortal. Итак, душа вечная и бессмертная. In other words, I never die. Иначе говоря, я никогда не умираю. The soul can't be destroyed by water, by fire, or by any weapon. Душа не тонет, не горит, ее нельзя уничтожить никаким оружием. The soul is eternal, imperishable, immortal. Душа вечная, неприходящая, бессмертная, Indestructible. неразрушимая And yes, invisible. и, да, невидимая. So, the conclusion. Итак, выводы. I am a soul, Я душа, the life force. жизненная сила. I am non-physical, Я не физическая, conscient, сознательная and eternal, immortal entity. и вечное, бессмертное существо. Written? Вы записали? Good. Хорошо. Now we come to another part, another step of this chapter. И теперь мы переходим к следующей главе. Okay, we understood what is soul. Итак, мы поняли, что такое душа. We understood that I am a soul Мы поняли, что я душа, and the body is mine. а тело мое. If I am a soul and not body, does it mean that I should become careless about the body?
И если я душа, а не тело, то значит ли это, что я теперь могу беспечно относиться к телу? No. Нет. If you become careless about the body, then your body will become an obstacle for you. Если вы станете беспечно относиться к телу, то тогда ваше тело будет для вас препятствием. I told you the soul expresses through the body and experiences through the body. Я вам говорила о том, что душа выражает себя через тело и ощущает через тело. If you are careless about the body will stop cooperating with you. А если вы будете беспечны в отношении собственного тела, то тело не будет с вами сотрудничать. It will create obstacles. Оно будет создавать препятствия. It will become sick. Оно будет болеть, It will become weak. будет слабеть. You want to do something you can't do because you have to do through your body. Вы захотите что-то сделать и не сможете, потому что делать вам нужно через тело. So now see the picture again. И снова посмотрите на картину. So in this picture see the lower part. На нижнюю часть первой картины. You see there on the extreme left a home. Вы видите, слева изображен дом. And on the extreme right you see a car and a driver. А с правой стороны изображена машина и водитель. So now, what is the relationship of soul and body? Так каковы отношения между душой и телом? You can compare the body to the home Можно сравнить тело с домом, and the soul to the resident of that home. а душу с жителем этого дома. Or you can compare the body to a car Либо можно сравнить тело с автомобилем, and the soul to the driver. а душу с водителем. So just imagine this picture, home and you. You are the resident of the home and it is the home where you live. Вот представьте себе эту картину. Дом и вы. Вы житель дома, а дом – это место, где вы живете. Let us take the physical home and you as a human being. Мы давайте рассмотрим физический дом и вас, человека, живущего в нем. So it is you who is a conscient being, the living being, who will have to take care of yourself and also your home, right? Это вы, живое сознательное существо, которому нужно позаботиться и о своем доме, и о самом себе, верно? If your home is dirty, if you don't take care of your home, if the dirt goes on accumulating there, how would you feel in that home? Если дома грязно, если вы там не убираетесь, если там накапливается пыль, то как вы будете себя чувствовать в таком доме? If there are things breaking, electricity is failing, the water is trickling, the things are shaking, how will you feel in that home? Если там сломанные вещи, если там неисправная электропроводка, если там подтекает кран с водой, как вы себя будете чувствовать в таком доме? You will not feel comfortable, right? Вы не будете там жить с комфортом, верно? So you have to take care of both yourself and your home. Поэтому вам нужно позаботиться об обоих, и о себе, и о своем доме. Same is with this body and the soul. И то же самое относительно тела и души. Body is the home, the soul is the resident of the home. Тело – это дом, а душа – житель этого дома. So who will take care of the body? Кто позаботится о теле? Not body itself. Само тело не сможет. The soul has to take care of the body. Это душа должна позаботиться о But the теле. soul also has to take care of the self, the resident of this home. Но душе нужно заботиться о себе, о жителе этого дома. The same way is the car and the driver. И подобным образом можно рассмотреть машину и водителя. Body is the car and the soul is the driver. Тело – это машина, а душа – это водитель. Now, who will take care of the car? Car itself?
Кто позаботится о машине? Сама машина? No, it can't. Нет, она не сможет. It is just matter. Это просто материя. The living being, the conscient being, has to take care of this car. Это живое, сознательное существо должно позаботиться об этом автомобиле. But if this living being takes care of the car, that is, the driver takes care of the car but forgets himself, Но если это живое существо, то есть водитель, заботится о своей машине, но забывает о себе, does not take food properly, does not take rest properly, does not wash himself, does not take medicine when needed, what will happen? если водитель не питается как следует, если он не дает себе отдохнуть, если он не принимает лекарства, когда болен, то что будет? Though he knows how to drive the car, but he will not be able to drive it properly. Хоть он и знает, как водить машину, но он не сможет ее вести как нужно, Because he's weak. потому что ослабеет. The same is with the soul and this body. Вот то же самое с душой и этим телом. During the whole day, we take care of our body. Мы весь день заботимся о своем теле. We feed it 3 times, 4 times. Мы его кормим по 3-4 раза в день. We give the body rest for 7-8 hours. Мы даем телу отдохнуть 7-8 часов. When the body is sick, we give it medicine. А когда тело болеет, мы ему даем лекарства. When, every day we wash it at least once, twice. И обязательно моем как минимум раз в день или 2. And what about the soul? А относительно души как? Do you feed the soul? Вы кормите душу? Do you feed the soul? Вы кормите душу? Do you wash the soul? Вы моете душу? Do you give it medicine when the soul needs it? Вы даете душе лекарства, когда ей это нужно? Do you give it rest? Вы даете ей отдых? If you don't do that, the soul will become sick. А если вы этого не делаете, то душа заболеет. And today, such is the situation. И сегодня как раз такая ситуация. Billions of people, that is billions of drivers in their cars. Миллиарды людей, то есть миллиарды водителей в своих машинах. Body is the cars, the souls the drivers. Тело – это машина, душа – это водитель. And if, just imagine the picture, if all the drivers who have come on the roads are weak and sick, and they have come in their cars on the road. И представьте себе такую картину, когда все эти водители выезжают на дорогу, и все они при этом больны. What will happen? Что будет? What will happen? Что будет? There will be accidents. Будут аварии. The same happens in the human life. То же самое происходит с человеческой жизнью. It is the soul that expresses. Эта душа проявляет себя. It is the soul that acts. Эта душа действует. It is the soul that speaks. Эта душа говорит. It is the soul that hears. Эта душа слушает. And if the soul is weak, then how it acts, how it speaks, how it does different things. А если душа слабая, то как она действует, как она говорит, как она все делает. And if all the souls are weak, А если все души слабые, there are human accidents. то происходят аварии между людьми, That is conflicts, то есть конфликты, quarrels, ссоры, arguments, споры, gradually leading to wars. что постепенно приводит к войнам, Because the souls have become weak. потому что души ослабели. So we need to understand this relationship of the soul and body. Поэтому надо понять взаимоотношения души с телом. We need to maintain this balance between soul and body. И нужно сохранять равновесие между душой и телом. In simple words, take care of both
soul and body. И, говоря простыми словами, позаботиться и о душе, и о теле. So, just in few words, I will tell you what is the food for the soul. И буквально в нескольких словах я вам расскажу о том, что же является пищей для души. Thoughts are the food for the soul. Пища для души – это мысли. Now it is my choice which quality of food I want to feed the soul. И дальше уже я выбираю, какого качества пищу я хочу предложить душе. Rest for the soul is silence. Отдых для души – это безмолвие. The more you speak, the louder you speak, the more the soul gets tired. Чем больше вы говорите, чем громче вы говорите, тем больше душа устает. The more you make noise, the more the soul is tired. Чем больше вы шумите, тем больше душа устает. The more you listen to the noise, the more the soul tired. Чем больше вы слышите шум, тем больше душа устает. So the rest for the soul is silence. Итак, отдых для души – это безмолвие. Medicine for the soul is wisdom. Лекарство для души – это мудрость. And when we talk of washing the soul, washing the soul is this realization that I am a soul. А когда мы говорим про то, чтобы вымыть душу, то такое омовение для души – это осознание. I am a soul. Я душа. So before we continue further, let's sit for a few minutes in meditation. И прежде чем идти дальше, давайте несколько минут посидим в медитации. I am a soul. Я душа. I am the master of this body. Я хозяйка этого тела. A good master takes care of his servants, but does not forget himself either. Хороший хозяин всегда заботится о своих помощниках, о своих слугах, но не забывает и о себе. I am a good master. Я хороший хозяин. I take care of my helpers, my cooperative companions, these organs of the body. Я забочусь о своих помощниках, о своих сотрудничающих спутниках, об органах своего тела. I make the right choice, what to hear, what to see, what to read, what to speak. Я делаю правильный выбор, на что смотреть, что слушать, что говорить. Because whatever I speak, see, hear, all this becomes the food for me, the soul. Потому что все, что я говорю, все, что я вижу или слышу, становится пищей для меня, души. I want to be healthy. Я хочу быть здоровой.
I want to feed healthy food to myself, the soul. Я хочу питать себя, душу здоровой пищей. This body is my home. Это тело мой дом. I take care of this home very well. Я очень хорошо забочусь о своем доме. I wash it. I feed it. Я его мою, я его кормлю. I give it proper rest at the right time. Я предоставляю ему отдых в нужное время. I don't use it unnecessarily. Я не использую его без необходимости. I use it with a purpose. Я использую его целенаправленно. I am a good master. Я хороший хозяин. I am a soul. Я душа. This proper taking care of the body helps me to become healthy soul. И когда я хорошо забочусь о теле, это помогает мне быть здоровой душой. At the same time, for myself, the soul, I will definitely find time to study such things which make me wiser. И для себя, души, я тоже нахожу время, чтобы изучать те вещи, которые делают меня мудрее. During the day, I find time to observe silence. Я нахожу время в течение дня, чтобы побыть в безмолвии. I keep a check on myself not to speak unnecessarily. Я продолжаю проверять себя, не говорю ли я без надобности. I take care of this body, the car, and also myself, the driver. Я забочусь о своем теле, о своей машине и также о себе, водителе. Then the journey of life really becomes a joy. И тогда мой жизненный путь действительно приносит мне радость. I am a soul, Я душа. the master of the body. Я хозяин в своем теле. Okay. Now we come to the next point. И сейчас мы переходим к следующему пункту. It is about the form of the soul and the place of the soul in the body. Это форма души и место души в теле. Again, see the picture, please. Пожалуйста, снова посмотрите на картину. If you see at the top of the first picture, at this oval shaped image,
Вы видите в верхней части первой картины овальный образ. In this oval-shaped image, there is a very in the center, a tiny point. И в центре, в самом центре этого овального образа крохотная точка. The form of the soul is this, the point. Форма души именно такая точка. And anything eternal and immortal cannot be bigger than a point. Что-то вечное и бессмертное не может быть больше точки. Very tiny point. Крохотная точка. The point of divine light. Точка божественного света. It is light, but divine light. Это свет, но божественный свет. So it can't be, you can't touch the soul, you can't catch it, you can't see it. К душе нельзя прикоснуться, ее нельзя потрогать, ее нельзя увидеть. So tiny. Такая крохотная. Can you imagine how tiny you are? Вы можете себе представить, насколько вы крохотная? Just a tiny star. Маленькая звезда. So tiny means so light. Такая маленькая, а значит такая легкая. Very light, no heaviness. Абсолютно легкая, вообще никакой тяжести. I am a tiny soul, Я крохотная душа, a tiny star. крохотная звезда. And now see, in the center of the picture, there is a child, and at the center of the forehead, this point is sparkling. И посмотрите, в центре картины изображено лицо ребенка, и у него в центре лба сверкает такая точка. So the soul in the body resides in the center of the forehead. Итак, душа в теле располагается в центре лба. Not exactly here outside, but at this level of the center of forehead in the brain. То есть не точно прямо на поверхности, но на этом уровне в глубине мозга. The main brain, there is a small space near hypothalamus, the soul resides there. Там в глубине мозга есть небольшое пространство в районе гипоталамуса, и там обитает душа. Now see the other picture where there are sense organs, you can see the brain. Посмотрите на другую картину, где изображены органы чувств. Вы видите, что там изображен мозг. So the soul is in the brain, but at the level of the center of the forehead. Итак, душа в глубине мозга на уровне центра лба. Why the soul is in the brain? Because brain is the control room, you can say, the controlling system of the whole body. А почему душа внутри мозга? Потому что мозг можно назвать пультом управления или системой контроля над телом. So the controller will sit in the control room, isn't it? И тот, кто управляет, будет сидеть у пульта управления, верно? The driver in the car will sit there where it is easiest for him to drive the car. Водитель в машине будет сидеть в том месте, где ему легче всего управлять машиной. So the soul is the controller of this body, the car, and therefore it is easiest for the soul to move this car, to work with this car through the brain. И душа, она тоже управляет этой машиной телом. Поэтому самое удобное место для управления – это в районе мозга. So the soul is in the brain, in the center of the forehead. Итак, душа в глубине мозга на уровне центра лба. And so to become conscious, to bring this into your awareness again and again, I am a soul, what you should do is
Whenever you stand in front of the mirror, you look at your body, you look at the face, you look at the hair, you look at your dress. But first of all, see in the center of the forehead that it is here I am located in the center of the forehead, in the brain. Итак, для того, чтобы все время осознавать это, используйте такой прием. Когда вы стоите перед зеркалом и вы смотритесь в зеркало, вы видите свое лицо, вы видите свою прическу, вы видите, как вы одеты. Но прежде чем вы посмотрите на все это, посмотрите в центре лба, в центр лба, туда, где располагаетесь вы, душа, в глубине мозга. And this is why the memorial of this, that the soul is here in the center of the forehead. You must have seen some Indian films and you must have seen women with this dot in the center of the forehead. И в память о том, что душа располагается в центре лба, изображают тилак. Может быть, вы видели индийские фильмы, и там у женщин такая точка в центре лба – это тилак. This is actually the memorial of the soul. А на самом деле это память о душе. And when people go to the temples in India, so no matter which male or female, child or youth or old, whosoever, the priest there puts this dot in the center of the forehead. И когда в Индии человек приходит в храм, неважно, мужчина или женщина, ребенок или пожилой, но священник при входе ставит ему такую точку в центр лба. This reminds us that the soul resides here. Это напоминание о том, что здесь располагается душа. So, the form of the soul is tiny point of light. Итак, форма души – это крохотная точка света. And the place of the soul in the body is the center of the forehead. И место души в теле – это центр лба. Now, one more point for today, and that is the nature, the original nature. You can also call it original religion of the soul. И еще один пункт на сегодня. Он касается природы, изначальной природы, или, можно сказать, изначальной религии души. Original nature of this point of light, what it can be. Изначальная природа этой точки света, какой она может быть? Try to feel that you are a point. Постарайтесь почувствовать себя точкой. Point of light. Точкой света. Radiating. What kind of energy you are radiating? Излучающей. Какую вы излучаете энергию? Do you feel it? А вы чувствуете? It is the energy of peace. Это энергия покоя. Why? Почему? Because the original nature, the original religion of the soul is peace. Потому что изначальная природа, изначальная религия души – это покой. This is why every human being in this world wants peace. Вот почему каждый человек в этом мире, каждый стремится к покою. But because everybody has forgotten that they are souls, they are searching for peace. Но поскольку все забыли о том, что они души, они находятся в поиске покоя. Peace is not outside. Но покой не снаружи. Peace is within me. Покой внутри меня. I just have to turn within and I find the unlimited treasure of peace. Мне просто нужно заглянуть в себя, и я найду там безбрежные сокровища покоя. So what is the nature of the soul?
Итак, какова природа души? Peace. Покой. I am a peaceful soul. Я спокойная душа. Let us once again be in meditation. А давайте снова посидим в медитации. Focus your mind, your attention in the center of your forehead where the soul is. Сосредоточьте свой ум, свое внимание в центре лба, там, где находится душа. I am a soul, Я душа, a point of light. точка света. A point of divine light. Точка божественного света. Like a star, tiny star, I radiate peace. И как звезда, крохотная звезда, я излучаю покой. I am a peaceful soul, surrounded by peace. Я спокойная душа, окруженная покоем. These rays of peace are spreading farther and farther and creating the atmosphere of peace. Лучи покоя распространяются вокруг, все дальше и дальше, создавая атмосферу покоя. I am a peaceful soul who can create the atmosphere of peace. Я спокойная душа, способная создать атмосферу покоя. It's such a healthy and comforting atmosphere. Это такая здоровая и успокаивающая атмосфера. I am a peaceful soul. А я спокойная душа.
Om Shanti. Ом Шанти. Om Shanti means I am a peaceful soul. Ом Шанти означает «я спокойная душа». Remember these words and try to remind yourself again and again. Om Shanti. Запомните эти слова и постарайтесь снова и снова напоминать себе об этом. Ом Шанти. I am a peaceful soul. Я спокойная душа. Increase your power of peace. Увеличивайте силу своего покоя. I hope that you have understood. If not 100%, even if little bit, it is good. И я надеюсь, что вы поняли, даже если не на 100%, но хотя бы чуть-чуть, это хорошо. Gradually you will understand more. Постепенно понимание будет углубляться. Now I want to give you some homework. И сейчас я хотела бы дать вам домашнее задание. Please write the questions. Пожалуйста, запишите вопросы. You will see these questions also on the screen. А на экране вы тоже можете видеть эти вопросы. You have to write the answers to these questions for your own understanding. Вам нужно написать ответы на эти вопросы ради собственного понимания. And in case you are not able to write the answer because you don't understand clearly something, you can send your question. Но если вы не сможете написать ответы, потому что, может быть, вы что-то недостаточно поняли, вы можете прислать свои вопросы. And you will get the answer, listen to the explanation again. И вы получите ответы, если снова послушаете объяснение. So please write the questions. Итак, пожалуйста, запишите вопросы. What is the difference between soul and body? Чем отличаются душа и тело? Second question. Второй вопрос. What is the relationship of soul and body? Какие отношения между душой и телом? Third question. Третий вопрос. Why it is important to understand and to consider yourself to be a soul? А почему важно понимать и ощущать себя душой? How will it help you in your life? Как это поможет вам в жизни? Fourth question. Четвертый вопрос. How can the understanding of the nature of the soul can help you in your relationships with others? Как понимание природы души может помочь вам во взаимоотношениях с людьми? And the fifth is not a question, but it is like a homework for the small children. Write Om Shanti 21 times at one time in a day, but do it 3 times a day. И третье – это не вопрос, это скорее задание. Задание как маленьким детям. Вам нужно будет написать фразу «Ом Шанти» 21 раз подряд и сделать это 3 раза в течение дня. Is it clear? Понятно? 21 times write Om Shanti at a stretch.
And after a few hours, again write 21 times. After a few hours, again write 21 times. То есть напишите подряд 21 раз Ом Шанти. Спустя несколько часов еще раз напишите подряд 21 раз Ом Шанти. И еще спустя несколько часов повторите это. But don't write it mechanically. Write it with the understanding and the feeling. I am a peaceful soul. Но не механически пишите. Пишите это с пониманием и с чувством. Я спокойная душа. Probably it will take you every time 5-7 minutes, not more, maybe 10. So it's fine, very good. And so you will this way increase the power of peace within you. Может быть, каждый раз у вас будет уходить на это 5-7 минут, не больше, но максимум 10. Но это хорошо, потому что каждый раз у вас будет усиливаться понимание того, что я спокойная душа. Okay? And you will also see on the screen, you will also get, if you have registered on your post, the method how to meditate, how to prepare for that. И также на экране вы видите рекомендации. Если вы зарегистрировались, вам вышлют их по электронной почте. Это рекомендация, как медитировать, как это оптимально организовать. What kind of atmosphere should be there, how much time and so on. Какая должна быть атмосфера, сколько уделить этому времени и так далее. What kind of thoughts to create when you begin to meditate. Какие создавать мысли, когда вы начнете медитировать. So this is just for the help of you. Это просто вам в помощь. Okay, and so we finish here. Good luck. We will meet day after tomorrow on 14th of May at 17 hours. Итак, всего вам доброго, удачи. Мы встретимся через день 14 мая в 17 часов. Om Shanti. Ом Шанти.